Делаю я это с одной целью – помочь людям не потерять свои деньги и дать возможность учиться на чужих ошибках, ну хотя бы на моих. Поэтому я обратилась в редакцию средств массовой информации «Пятой власти» за помощью. Хочу поделиться с большим кругом лиц своим опытом сотрудничества с компанией Love Business Group, город Ростов-на-Дону, в частности, с Черкашовым Александром Станиславовичем. Спросив его, за что я заплатила деньги, Черкашов сказал, что за идею. Вот с идеей я и осталась. Мы решили провести свое собственное расследование, в результате которого попадет под раздачу не только Александр Черкашов, Love Business Group, но и такая компания, как «Освободим» и «Чистый лист». Лиды даем, не берем ни копейки себе, пока не будет сделок на 300 тысяч рублей. А 300 тысяч рублей – это хорошая сумма, она полностью покрывает стоимость программы. С моей точки зрения, прекрасные условия. Меня добавили также в общий чат Telegram. Там я вышла на связь с такими же партнерами, которые также ломали голову, что приобрели в данной компании. Меня сразу же удалили из Telegram-канала, когда я стала задавать лишние вопросы. Мало того, мне сразу же заблокировали доступ в обучающий портал, за который я заплатила 495 тысяч рублей. Дураки должны когда-то понять, что они дураки, и заниматься улучшением себя и задаванием вопросом, что надо делать для того, чтобы мир смотрел на меня иначе, это как бы их зона ответственности. Моя зона ответственности очень простая, я ее как клиента уволил, и на этом наш разговор с Анной Валерьевной завершился. И более комментировать я это не хочу. В этом комментарии он успел даже назвать человека дураком. Он уволил своего партнера, который принес ему 500 000 рублей. Мне кажется, Александр Черкашов просто похоронил свою репутацию, себя как предпринимателя. Итог готового юридического бизнеса – ни одного заключенного договора. Потраченное время – деньги на так называемую франшизу, телефонию, рекламу, аренду офиса, покупка мебели, архтехнику, зарплата сотруднику. С юридической точки зрения вся эта франшиза – это обычный договор на оказание услуг. Также прошу всех пострадавших от сотрудничества с данной компанией Love Business Group, город Ростов-на-Дону, в частности от Черкашова, откликнуться, не молчать. Контакты указаны в описании к видео. Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами, как всегда, Вадим Серов. К нам в редакцию обратилась гражданка, которая считает, что ее обманул Александр Черкашов из Love Business Group на 500 000 рублей. Давайте посмотрим ее видеообращение. Здравствуйте. В связи с тем, что мой отзыв на разных площадках постоянно удаляется, а также Черкашов выставляет меня сложным негативщиком, который якобы не может успокоиться, а я просто принципиальный человек. Поэтому я обратилась в редакцию средств массовой информации «Пятой власти» за помощью. Хочу поделиться с большим кругом лиц своим опытом сотрудничества с компанией Love Business Group, город Ростов-на-Дону, в частности, с Черкашовым Александром Станиславовичем. На мой взгляд, единственное, что хорошо у них работает, это реклама по привлечению партнеров. У вас будет нескончаемый поток клиентов, говорил мне менеджер Максим. Плюс 50 горячих клиентов, если вы внесете оплату в этом месяце. И вы вообще, он мне говорил, что вы получите готовый юридический бизнес. Я поверила, поторопилась и заплатила за так называемый готовый юридический бизнес 495 тысяч рублей. Но, к огромному сожалению Черкашова, судьба моя не несчастная, и никто меня не заколдовал, как он пишет и выставляет меня неадекватным человеком. Я по профессии юрист. Институт я закончила в 2001 году. Работаю по специальности. Род моей деятельности связан с постоянным общением с людьми. Проблем в общении я никогда не испытывала и не испытываю. С процедурой банкротства знакома по роду своей профессиональной деятельности. Мне нужны были клиенты, как и многим, кто обращается в данную компанию. В результате так называемого сотрудничества я получила доступ в закрытый портал, где вся информация, на мой взгляд, была перемешана. Куча общеизвестной информации, много орфографических ошибок. Также очень много видео с самим Черкашовым. Дальше необходимо было сдать аттестацию. Я сама названивала, просила, чтобы приняли у меня эту аттестацию. Потом нужно было пополнять рекламный бюджет. Причем пополнять рекламный бюджет нужно было на Черкашову Евгению Александровну,
которая является супругой Черкашова Александра Станиславовича. Я пополнила еще рекламный бюджет еще на 30 тысяч. И понеслось 1,5-2 месяца непрерывных звонков. По прошествии определенного времени, мне понадобилось на это где-то пару-тройку месяцев, я поняла, что мои клиенты делятся на тех, кто вообще не брал трубки, у кого автоответчик, кому это вообще не интересно, или они просто зашли на сайт списать долги.рф, и никаких заявок они там не оставляли. Была определенная категория людей, небольшая, которая все-таки выходила на связь и говорила, что у них есть действительно проблемы с кредитами, но на последующие звонки они просто не отвечали. Либо был автоответчик, либо абонент был недоступен. Итог готового юридического бизнеса – ни одного заключенного договора. Потраченное время, деньги на так называемую франшизу, телефонию, рекламу, аренду офиса, покупка мебели, архтехнику, зарплата сотруднику. С юридической точки зрения вся эта франшиза – это обычный договор на оказание услуг, что подтверждается, в принципе, судебной практикой по Черкашову. И то, что они пишут обо мне в своих шрамах, вообще не соответствует действительности. Я никогда не использую в своем общении ненормативную лексику. А уж тем более орать матом на клиентов за то, что они не приходили навстречу, я никак не могла. Так как приобрела онлайн-формат, который вообще не предусматривает встреч, только общение по телефону. И уж тем более я не могла додуматься до того, чтобы писать клиентам письма с угрозами от имени банка, чтобы их запугать. Я такой глупостью вообще никогда не занималась и заниматься не собираюсь. В интернете я начала искать реальные отзывы об этой компании, именно реальные, и нашла много людей, которым были оказаны услуги ненадлежащего качества. Я начала предъявлять претензии по замене лидов, на что мне ответили, что заявки просто супер, это я не соблюдаю технологии и веду разговор не по скрипту. Я предлагала послушать телефонные разговоры и заменить лиды. В итоге у меня не был изменен ни один лид. Меня добавили также в общий чат в Telegram. Там я вышла на связь с такими же партнерами, которые также ломали голову, что приобрели в данной компании. Меня сразу же удалили из Telegram-канала, когда я стала задавать лишние вопросы. Мало того, мне сразу же заблокировали доступ в обучающий портал, за который я заплатила 495 тысяч рублей, посчитав, что я разглашаю коммерческую тайну. На мой взгляд, все их продаваемые модули, они сырые, для применения в работе непригодны, содержат общеизвестную информацию, которую предостаточно бесплатно в сети интернет. Модуль «Проверка глазами банка» вообще бесплатный сервис. Партнеров SRM Bittrex24 в интернете огромное количество, которые согласны за годовую лицензию, за оплату годовой лицензии плюс-минус 15 тысяч максимум настроить этот Bittrex под ваши интересы. Я так и не получила документы, подтверждающие, что они являются официальными партнерами Bittrex24 и имеют право пользоваться чужим нематериальным продуктом. Если не хотите повторять моих ошибок, потратить немалые деньги, время, эти ребята пытались выкачать с меня все денежные средства. Даже наступил момент, когда мне было предложено взять кредит и потом пойти в процедуру банкротства. Посмотрите судебную практику Ростовского арбитражного суда, забив в поисковике фамилию Черкашов. На сайте арбитражного суда практика по двум братьям Черкашовым. Один предоставляет юридические услуги, другой – бухгалтерские. Но схема одна. Судебная практика очень обширная для двух индивидуальных предпринимателей. И почитав ее внимательно, можно сделать соответствующие выводы. Мое мнение, что в настоящее время нужно верить реальным фактам. К сожалению, к огромному сожалению, мне не удалось вернуть обратно потраченные деньги. Это за так называемый готовый юридический бизнес. Не всегда получается добиться справедливости.
Но я бы очень порекомендовала изучить свежее решение по делу А-53-29997-22 от 28 февраля 2023 года по его брату Черкашову Сергею Станиславовичу. Там одна и та же ситуация, только лиды бухгалтерские, а не юридические, и решением арбитражного суда взысканы денежные средства из-за некачественно оказанных услуг. В моей практике не было ни одного случая, чтобы я повышала голос, тем более на судью, как пишет про меня Черкашов. Мало того, мои интересы в Ростовском арбитражном суде представлял представитель из-за удаленности. Я никого не преследую и никогда не преследовала. Не звоню на домашние номера сотрудников Черкашова с угрозами расправы, но это полный бред. Никакой гадости в сети я не выкладываю. Я просто поделилась своим сотрудничеством с данной компанией и полученным минусовым результатом, что очень не понравилось Черкашову. Как считает Черкашов, 0,5% конфликтных ситуаций вполне в рамках допустимого. А я позволю с ним не согласиться, так как считаю, что очень мало людей пишут отзывы, либо пишут, а их потом удаляют. Лично я контролирую свой отзыв и постоянно его обновляю. Делаю я это с одной целью – помочь людям не потерять свои деньги и дать возможность учиться на чужих ошибках, ну хотя бы на моих. Читайте внимательно договор, ищите в договоре хоть какие-то гарантии, что услуги будут оказаны надлежащим образом. Когда потеряете деньги, то можете услышать от Черкашова такую же фразу, какую услышала я. Спросив его, за что я заплатила деньги, Черкашов сказал, что и за идею. Вот с идеей я и осталась. Также прошу всех пострадавших от сотрудничества с данной компанией Love Business Group, город Ростов-на-Дону, в частности от Черкашова, откликнуться, не молчать. Контакты указаны в описании к видео. Всего хорошего. В конце этого сюжета вы услышите комментарий Александра Черкашова по этой ситуации. И вы будете в шоке от его комментария. Ну а теперь по порядку. Мы решили провести свое собственное расследование, в результате которого попадет под раздачу не только Александр Черкашов, Low Business Group, но и такая компания, как Освободим и Чистый лист. Давайте послушаем и посмотрим, как рассказывает красиво Александр Черкашов и какие гарантии он дает при покупке своего продукта. А вдруг я не заключу сделок? Да, может же быть такое. Вы такой, ну вот, что вы хотите на самом деле? Вы хотите начать построить юридический бизнес и хотите увидеть как можно быстрее деньги, при этом, естественно, при условии, что вы будете этой программе следовать и делать все, что там говорится. Логично? Логично. Вот мы говорим, давайте тогда по-другому поступим. Давайте тогда сделаем так. Пока вы не заключите сделок на 300 тысяч рублей, вы за продление программы не платите. То есть, с одной стороны, у вас есть 14 дней для того, чтобы понять, подходит, не подходит, видите, что подходит. Вторая гарантия действует. Пока не заключите договоров на 300 тысяч рублей, продление не платите. То есть, пока сделок не будет, вы нам больше ничего не должны. Классно же? При этом мы продолжаем вас сопровождать, мы помогаем вам разбираться, мы оставляем все у вас, мы разбираем все лиды, мы коучим вас по продажам, помогаем, разбираем звонки, разбираем сотрудников. Все вот это продолжаем делать. Лиды даем при этом, прошу обратить внимание, лиды даем, не берем ни копейки себе, пока не будет сделок на 300 тысяч рублей. А 300 тысяч рублей это хорошая сумма, она полностью покрывает стоимость программы. С моей точки зрения, прекрасные условия. Вроде все красиво, да? Но есть определенные «но». Кстати, Черкашову разонравилось название своей компании. И он об этом открыто говорит. В данный момент у нас вот есть компания, она называется Low Business Group. Может быть тупое название, нисколько с вами даже спорить не буду. Вы знаете, я просмотрел не один ролик с Александром Черкашовым. У меня сложилось впечатление, что он считает себя богом продаж. И сам себя короновал. Послушайте его, как и что он говорит. Во-первых, у тебя дерьмо, а не скрипты, потому что ты их переделал. Да, но потом переделал. Вначале они были охуенными, а потом стали дерьмом. Я очень много видел юридических компаний, которые, минуя вот этот шаг, переходили к масштабированию. Виталий не даст соврать. Эксперт-банкрот, помните? Казаков. Я открою 20 офисов по всей России. У меня 10 миллионов, я сделаю 100 миллионов. Полгода прошло, я банкрот. Мы пошли дальше и под видом потенциального клиента переговорили с компанией Low Business Group, Освободим и Чистый лист.
Исходя из обращения в редакцию Анны Жидковой, при том, что там множество проблем при работе с Low Business Group она столкнулась, да, но основная проблема ее – это некачественные лиды. И вот здесь как раз-таки мы решили заострить внимание на этом. Вот что говорит менеджер Low Business Group по поводу лидов. Качество заявок, так как рекламой занимаемся полностью мы, соответственно, из-за качества этих заявок отвечаем мы. Если вдруг пришла заявка, но она не соответствует тем критериям, которые нужны, соответственно, вы за нее не платите, она уйдет, взамен получите другую. То есть, допустим, если модель такая. может быть такое, что человек не знаю, номер, да черт его знает, Да. не отвечает. Вот я об этом говорю. Абсолютно верно, человек да? сказал по телефону, что ой, да вы ошиблись, я ничего не оставлял, у меня нет долгов, до свидания. Либо он сказал, ой, да я не из Воронежа, я из Воркуты, вот я неправильно город указал, это ошибка. Либо он условно номер указал некорректный, куда невозможно дозвониться. Да, такие заявки подлежат замене. Менеджер LBG уверяет меня, что все некачественные лиды будут заменены. А вот что говорит менеджер LBG спустя всего несколько дней про те же самые некачественные лиды. Хотя ранее утверждал о полной замене некачественных лидов. Приличное количество негативных отзывов в интернете я прочел, о том, что все сталкиваются с одной проблемой. И даже когда говорил со Свободим, они тонко намекнули, что у вас проблемы есть с лидами. И это прям я прочитал в разных отзывиках, в общем, в интернете, и у меня даже где-то закладки на компьютере, о том, что проблемы, что не меняете лиды, что много лидов, которые алло, не алло, то есть не отвечают, либо они вообще не оставляли заявки, то есть абсолютно, и вот самая проблема вот в этом, да, что вы их даже не меняете. Вот с такими отзывами я столкнулся. Давайте я объясню. Во-первых, вы общались условно, с менеджером по продажам, франшистом, компания Свободим, который вам, конечно же, сказал... это я в основном отзывы, то, что прочитал. Давайте я, тем не менее, прокомментирую. Да, конечно же, он сказал, что ни в коем случае страшный и ужасный, при этом, руководство неделю назад связалось и говорит, вот есть 40 офисов, хотим покупать лиды оптом. О том, что насколько их качество ужасное или прекрасное. Если мы столкнемся с проблемой с такой, что эти лиды мы не можем дозвониться, люди не отвечают, то есть либо третий момент еще, просто мы не оставляли никакую заявку, а почему вы нам позвонили, мы заходили например, на какой-нибудь сайт, вы нам позвонили. Вот я не хочу с этой проблемой столкнуться. Как мы ее, если мы с ней столкнемся, как вы ее решаете? Или же, если возникнет, если было, решали, и как мы, если не было, возникнет, решите. Будет ли замена таких лидов? Есть критерии лидов, которые подлежат Вот замене. Я только что сказал. Это относится к этим критериям? Давайте я расскажу, что относится. Вы несколько критериев перечислили. Смотри, 3 критерия. Смотрите, 3 критерия. Меня конкретно интересуют. Не все, а 3. Не дозвонился вообще трубку. То есть берем, отзваниваемся, 10 раз позвонили, не взял ни разу трубку. Второй критерий. Звоним, абонент, не абонент, точнее, либо не существует, либо вне зоны, то есть, нету телефона. И третий, когда человек не оставлял заявку. Подпадает под это дело? Если человек не оставлял заявку, такие заявки подлежат замене без каких-либо условно условий. Два других этих момента, которые я сказал, подпадает под замену? Недозвоны, причем неважно, это, грубо говоря, абонент, не абонент, либо, точнее, если в номере явно видно, что он битый, такие номера меняются. Не битый, но я звоню обычный номер, но человек на него просто не отвечает. Никак. Такие лиды заменяются с определенными условиями. Какими? Во-первых, мы не для условно я не оставлял заявку, вы подгружаете запись звонка, чтобы было слышно, что человек говорит. Понятно, это все будет в CRM-системе подтверждено, что никто не берет трубку. Это не в CRM-системе подтверждено, вы в личном кабинете еще раз для такой заявки подгружаете запись звонка. Звонок берете, из CRM-системы. В любом случае это подтверждается. Да, для недозвонов у нас нет никакой проверки, мы по причине недозвона меняем не больше 15% от пакета. То есть если мы это не будет проверяем, мы 80% недозвона или 50%, вы только 15% из этого пакета замените?
если там неважно, сколько у вас будет там недозвона, мы заменим 15%, и причем мы за недозвон возвращаем половину рекламного бюджета, лид остается у вас дальше там для работы согласно регламентам, потому что часто они выходят на связь. Если вы там условно переживаете, что у вас там будет там 50% там пакета или там 80% недозвона, еще раз, есть определенные регламенты и все ну, там, цифры, которые вы видите в финансовом Ну вот скажите, моделе, о которых мы говорим. вот у меня есть регламент, вот смотри, есть у вас регламент, вот скажите, в соответствии с этим регламентом, вот у меня У вас 50% будет, не там, дозвонились. условные 15-20% недозвона. Не, вот смотрите, да вот я почему эту тему поднимаю, она важна. Я читаю, и люди пишут, что 50%, 60%, а то и больше тупо не дозвонились, либо трубку, значит, ну, трубка, не трубка, то есть такого абонента не зарегистрирован, и то я заявку не оставлял. То есть получается, что такие лиды, я там, грубо говоря, если из 100 лидов полноценных, я должен 10 договоров, значит, заключить, а получается, что из них у меня полноценных там процентов 20-30 получится, из этих 20-30 максимум, что я заключу, это один договор в лучшем случае. Вот меня что беспокоит. Нет, это вас не должно беспокоить, Как когда не я говорю, должно, что так 10%. что вы меняете все недозвонив, если человек не берет трубки, если алло, не алло, я не оставляю заявку, вы меняете все лиды, а вы говорите про 15% какие-то. Недозвонов. Вот поймите, есть объективная причина брака. Человек говорит, я не оставлял, вы ошиблись. Да. А есть Ну, объективная очевидно. причина, если человек трубку все время не берет, никогда не Все берет. время это сколько? Да все, сколько ни звони, никогда никто не Сколько? дозвонится. Ну не дозвонится человек. Как вот Ну, быть? нету такого срока никогда, и нету, грубо говоря, Ну там, как, ну если человек, я вот ему звонил. он, давайте так возьмем, в течение недели это срок? Ну, конечно, нет. А какой срок тогда, чтобы до него можно было Ну, дозвониться? вот смотрите, я вам там сегодня звонил, там, Месяц, условно, 6 раз. месяц. Давайте Подождите. месяц, нормально? Я вам сегодня там звонил 6 раз, из которых там 5 вот был сразу Да, автосброс, без гудков, 6 без раз, но автоответчика мы и так с далее. вами на связи в WhatsApp были. А если бы правильно? не были на связи, и я попал на такую ситуацию, А я бы если- сказал, да это бракованная заявка, бракую ее. Так, больше мы говорим звонить не сейчас, буду. давайте, вы же в течение месяца даете. Вот в течение месяца есть лиды бракованные. Вы в течение месяца, по Вот итогу давайте, месяца. чтобы мы не потратили время на обсуждение как бы тех Но это условий, же важный которые не момент. могут быть применимы. Еще раз, ну, если вы не дозвонились сегодня, вы просто продолжаете звонить согласно регламентам, вы подключаете мессенджеры, Ну давайте, вот теряем систему. месяц я не дозвонился. Что мы делаем с этими лидами? Месяц. Можете забраковать их с пометкой «недозвон», можете оставить себе, там сами решайте. Ну так вы замените их или нет? Если вы забраковали их как недозвон, там, да, 15% от пакета мы готовы Ну, поменять. в курсе вернуть не было один, этого. Вот у половину вас рекламного в франшизе этого нет. Вы пишете, что вы полностью замените. Ну вот, я вам сейчас еще раз, я не помню там в какие формулировки в курсе, у нас есть критерии брака, которые просто заменяются без всяких условий, подтвержденного Вот я брака. так и знал, что есть Человек- какие-то подводные камни, что не все так гладко, как вы в курсе. Вы... Ну, то есть у нас есть там сайт, у нас есть договор, где этот вопрос там поднимается подробно, что мы считаем браком и в каких условиях мы их готовы Ну, менять. получается, то есть то, что вы написали в курсе, и то, что в договоре, это может расходиться, правильно я понимаю? Слушайте, у меня нет перед глазами курса, возможно, вы как бы формулировку сейчас неправильно исказили понял. и так далее. Возможно, об этом сказано неподробно. Ну, не договорили, называется, то да? есть... Давайте, мне кажется, мы сейчас уперлись в какую-то одну частность, да, и там забываем о каких-то общих вещах. В процессе разговора менеджер LBG похвастался, что компания «Освободим» у них планирует закупать лиды. В пятницу или в четверг вот пришла заявка от ну, там, управляющей компании «Освободим», и у нас там был диалог, ну, из разряда, что у нас там порядка, там, я не знаю, там 30 или 40 там каких-то офисов, вот, ну, вот, собственники сейчас сами занимаются там, да, А, вы привлечением. имеете в Ну, виду, как? к вам обратились Давайте «Освободим»? Давайте по лидам? обсудим, да, возможность такого какого-то централизованного закупа лидов, ну вот, на наши офисы. Это чтобы «Освободим» вы собственники имеете в это виду, да? Да, я общался вот с представителем головной компании «Освободим». А вот что по этому поводу говорит представитель компании «Освободим». Вы лучше или хуже LBG, того же самого чисто лист, как вы сами считаете? Кто вам скажет правду, да? Зачем с этого?
Нет, Ну, я они вам сразу по-другому сказали, отвечу. что все, кроме... Они самые лучшие. Они сразу говорят. LBG, они говорят, мы самые крутые, мы лучше всех. Ага, И все к нам, наоборот, обращаются. То есть и вы к ним, и ага. чистый лист к ним. Вы там, в общем, услугами Мы их к ним пользуетесь. обращаемся? Ну, все компании, которые занимаются банкротством. Круто. Ну, молодцы они, чего могу, что я могу сказать. Нет, на самом деле, крупных, действительно серьезных компаний, их на рынке немного. Мгм. Вот. Их тройка таких серьезных мастодонтов, которые действительно бородатые, там давно на рынке, имеют собственный штат юристов, Это кто же, внушительный интересно? штат арбитражников. Ну, я вам скажу, что мы туда входим, в этот топ-3, вот, остальных не скажу. Почему? Ну, скажите. Ну, Ну ладно, интересно. ладно, я не жадная скажу. Love Business Group, они тоже, конечно, молодцы, вот, они берут своим напором, но чуть-чуть они, конечно, нам уступают в плане, ну, не такие они крупные, и тоже есть определенные сложности у них. В общем, мы говорим так, о конкурентах либо хорошо, либо никак, как о мертвых. Мгм. Вот. Да, то есть Поэтому даже так. В процессе взаимодействия с Slow Business Group нам удалось поговорить с бывшим партнером «Чистого листа». Олег Просолупов, как бывший партнер «Чистого листа», поведал не только об этой компании «Чистый лист», но и о компании «Освободим». Продавать франшизы умеют, да. А обеспечивать функционирование франчайзи вообще не к ним. У них это не стоит в целевых показателях. А относится как к котам просто потом. Мгм. А в чем это обычно выражается? Вот у вас, я так понимаю, вы покупали у них франшизу «Чистый лист». Да. Купил франшизу, значит, после того, как закончился процесс продажи, меня из департамента развития, он у них называется, передали в департамент сопровождения, и начала расцветать малина. Стало все не так приятно и удобно в общении. Потом подключили к юристам, которые должны там исполнять договора. Это вообще трэш, просто там они и на франчайзе, и на клиентов просто болт забивают. Вот. Сейчас я не знаю, как там, ну, из чего состоит франшиза, но когда я ее покупал, это было декабрь 2020 года, франшиза была абсолютно пустая. То есть там были внутрь напиханы материалы, но они все абсолютно не рабочие. Ни рекламный материал не рабочий, ни описание программы, ни CRM настройка. То есть там вообще, то есть оно все есть, но оно абсолютно не рабочее. Мгм. Ну, а с клиентами взаимодействие какое было, говорите, негативное? Насколько? Ну, в смысле, юристы разрешают клиенту поговорить с ними один раз в неделю в течение там, как-то там 2 минуты лимит. То есть лимитировали даже время общения? Конечно. А франчайзи тоже лимитировали, нет? Франчайзи не лимитировали, просто не брали трубку от франчайзи. И сколько вы с ними так проработали? Слушайте, ну я через 2 месяца уже понял, что это трэш, и начал искать другие варианты. До полного выхода от них прошло еще, ну, суммарно где-то я, наверное, месяцев 6-7 кувыркался. В «Освободим» они вообще там берут на себя всю работу, наша задача только заключить договор, и все, они уже ведут полностью. Как вот в этом плане? Не знаете, как вообще «Освободим» себя ведет? Потому что все тоже очень радужно. Я знаю, как «Освободим» себя ведет. Они вообще не понимают, как нужно работать на этом рынке. У меня очень много сотрудников оттуда приходило ко мне. Я прекрасно представляю себе систему их работы. Они, ну, не очень адекватные люди. То есть от них... Ну, Я прям очень старался. Я понял корректно. То есть, получается, тут просто столько филиалов, но я просто не знаю, насколько соответствует это действительности, то, что указано, значит, на сайте «Чистый лист», там указано на сайте «Освободим», но вот, допустим, «Чистый лист» у них вообще один номер, и всегда берет один и тот же сотрудник, потому что я под видом клиента пообщался, это, конечно, консультация оставляла желать лучшего. No comments. Я понял. Если вы хотите мое мнение, я с «Чистым листом» работал, это жопа. С «Освободим» у меня под боком сидят филиалы, и еще там юристы для людей сидят, тоже филиальная компания, там федеральная, которые бьют себя там пяткой в грудь, какие они крутые. Ну, то есть это вообще это трэш просто. Там оттуда клиенты убегают в итоге.
Это реальный трэш. То есть там они не исполняют, они не знают, как продавать, и они не знают, как исполнять свои обязательства. Они наоткрывали филиалов, не знают, как с этими филиалами управляться, и их основная деятельность заключается в том, что туда-сюда набирать и перенабирать сотрудников. Ну и я, конечно же, не удержался и решил под видом клиента позвонить в компанию «Чистый лист», чтобы меня проконсультировали. Очень интересный разговор получился с менеджером «Чистого листа». Полнейшая некомпетентность и незнание простых вещей. Авто, то есть чтобы не успели наложить на него арест. А на него разве могут наложить? Он же на супруге зарегистрирован. Солидарная ответственность, да, могут. А как? Не пойму. Смотрите. Да, смотрите, то есть какой вариант я вам сейчас предложу. Я зафиксирую вашу заявку, до номера телефона, я вам чуть позже позвоню, мы с вами анкетный юранализ заключим. То есть варианты два есть. То есть или просуживать долг и делать сумму максимальненько маленькой для ежемесячного платежа, то есть там 20% от дохода, да? Не пойму. Либо полностью списывать долги. Так, смотрите, я просто не понял немножко. Просто автомобиль на супруге зарегистрирован, а на мне кредиты, поэтому как они могут автомобиль сейчас вообще что-либо с ним приставы сделать? Солидарная ответственность. Что-что? Такая вещь. Солидарная ответственность. Солидарная ответственность, я просто даже не в курсе. Да. То есть получается, если кредиты на мне, а на супруге автомобиль, то есть она как супруга моя, это как солидарная ответственность, и они могут арестовать машину? Тут тоже могут дать мне взыскать долг. Смотрите, вы пока не нервничайте, я же говорю, сейчас я вам перезвоню. Мне по супруге автомобиль, то есть я этот автомобиль вообще потеряю и ничего, как бы я про него забуду, что будет процедура банкротства именно про супругин автомобиль? Он будет реализоваться в процедуре банкротства, мы можем помочь выкупить за половину от рыночной цены в процедуре. А там, ну это же у нас совместно нажитое имущество. Да. Так, и как бы о супруге ничего, если его реализуют, супруга ничего не получит? Нет. Ну, а у нее же 50% от этого автомобиля фактически принадлежит, потому что совместно нажитое. Таковы условия процедуры списания долгов. То есть, если я буду сейчас банкротиться, этот автомобиль реализует, жена ничего не получит, и это распределится среди кредиторов, что ли? Да. Вся сумма от вырученных денег за машину? Да. Она реализуется там в большинстве случаев не по рыночной стоимости далеко. Общаясь с менеджером LBG, он упоминает Анну Житкову, ту самую, которая к нам обратилась в редакцию. Совпадение? Не думаю. И то, как они в своем курсе ее демонизируют. Кстати, вот у вас вот этот вот момент, когда люди точнее, им набираешь звонок, да, вот как описывают люди, и сталкиваются с проблемой, что мы не оставляли никакой заявки. А такое бывает, я так понимаю, правильно? Потому что, как написано... часто условные, там 10% может быть, такое да. Но бывает. А как они платите. так получается, если человек не оставлял никакой заявки, а вы мне лид этот прислали? Как так выходит? Возможно, человек, который действительно оставлял заявку, в номере, который он указал, допустил ошибку. Нет, Возможно, я имею в виду, сидит... таких же не один человек. Это мы не Не говорим один об человек. ошибке. Мы говорим о том, что он просто не оставлял заявки. То есть он заходил, да, он имеет в виду, вот Нет, написано... заходил, такого не бывает. Если он заходил и не оставлял заявку, значит, вы не получите. Вы, наверное, прочитали, вы сейчас, наверное, говорите там словами вот нашего партнера от Анны Житковой. Это кто это? Она, это единственный кейс, когда мы там офис, который открылся по франшизе, там, да, закрыли, по определенным причинам. Если я не ошибаюсь, даже в курсе об этом есть. Вот на страничке там, условно, там наши шрамы. У нас есть был партнер Анна Валерьевна Житкова из города Ярославль. Все, я понял. Отзыв такой читал, назад, да, читал такой отзыв. Отзыв такой читали, Да. Она до сих пор активно участвует там, да, в какой-то там переписке на сайте отзывов и так далее. Да, много действительно отзывов, согласен. Я прям действительно, она часто Действительно, попадается. да, это единственный офис, который мы закрыли, который работал там, да, по нашей франшизе. Так. Закрыли мы его ровно по той причине, что вместо того, чтобы начать что-то делать, Анна очень сильно хотела найти причины, почему не получается из-за нас, а не из-за нее. То есть, если послушать ее звонки, которые там она осуществляла, это звонки были из разряда: «Здрасте, а вы оставляли заявку на сайте списать долги?»
Ну, я не помню, там что-то оставлял, там, или там, ну, я оставлял, но не помню на каком сайте, или, ну да, там, интересовался. А вы вот прям на сайт зашли и нажали кнопку «Оставить заявку», или вы просто на сайт зашли? Да я не помню уже, там, это было там вчера. Ну, вот скажите, вот вы просто сайт смотрели, или вы прям кнопку оставили? И вот такого рода диалоги она на серьезно, ну, как бы, серьезно вела с партнерами, удивлялась, почему ее никто не заплатил, грубо говоря. Что говорит LBG о компании «Чистый лист»? Честно, про «Чистый лист» ничего хорошего не могу сказать, хотя эти партнеры обращаются там чаще всего. Ну и как обещал, долгожданный комментарий Черкашова по ситуации с Анной Жидковой. Добрый день. Ну, у меня нет особого желания комментировать ситуацию, которая сложилась несколько лет назад с уважаемой Анной Валерьевной. Я, наверное, скажу так. Арбитражный суд Ростовской области постановил, что Анна Валерьевна Жидкова не совсем адекватна в своих требованиях. Это, собственно, видно и из ее самих требований. Вот, благодаря чему она проиграла суд, она проиграла апелляцию, она даже проиграла кассацию. Ей разъясняет Верховный, ей разъяснил суд, ей разъяснил я, ей разъяснил этот договор, ей разъяснила реальность, что кнопки «деньги» не существуют, работать надо работать правильно. И для того, чтобы работать правильно, надо соответствовать тому обучению, которое ей дано. Мы ее, соответственно, из нашей деятельности исключили за то, что она неадекватно себя ведет. Суд ей сказал, что неадекватно вести себя не надо, и тратить время на то, чтобы объяснять еще кому-то, там, при всем уважении, о том, что дураки должны когда-то понять, что они дураки, и заниматься улучшением себя и задаванием вопросом, что надо делать для того, чтобы мир смотрел на меня иначе, это как бы их зона ответственности. Моя зона ответственности очень простая, я ее как клиента уволил, и на этом наш разговор с Анной Валерьевной завершился. И более комментировать я это не хочу. Скажу свое собственное мнение по этому поводу. То, как он высказался в отношении своего бывшего партнера, клиента. Это, конечно, ни в какие ворота вообще не вписывается. Человек, который заплатил ему 500 000 рублей, и такое отношение. В этом комментарии он успел даже назвать человека дураком. Он уволил своего партнера, который принес ему 500 000 рублей. После таких слов я никогда бы не стал иметь никаких дел с таким человеком. Мне кажется, Александр Черкашов просто похоронил свою репутацию, себя как предпринимателя и человека. Хотели бы вы, отдав ему 500 000 рублей, получить такое отношение? Я думаю, ответ очевиден. Всем до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить палец вверх, распространяйте и комментируйте. Ну а если вы каким-то образом были введены в заблуждение Александром Черкашовым, его компанией Law Business Group, пожалуйста, обращайтесь в нашу редакцию, присылайте ваши контакты, мы обязательно вас выслушаем. Всем пока. С вами был Черкашов Александр. Надеюсь, до скорой связи и встречи либо в нашем офисе, либо на конференции.